Всем привет, друзья! Вы на канале Замуж в Индию. Начну свое видео с отличной новости. У Артура наконец-то выпал его первый молочный зуб. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, напоминаю, у него уже давно стал шататься зуб, но никак не выпадал, друзья. И потом я заметила, что у него параллельно с этим зубом растет уже постоянно. Естественно, я забеспокоилась, мы поехали в город к дантисту, но она сказала, что ничего страшного, удалять не буду, он сам собой выпадет через какое-то время. Многие из вас в комментариях написали, что так не должно быть, это акулий зуб, это потом плохо повлияет на его прикус. Ну, в общем, я, естественно, тоже еще больше заволновалась. Ну, кстати, я почитала в интернете много-много разной информации, проштудировала, и вот пишут ортодонты, что не в каждом случае нужно удалять молочный зуб. Действительно, иногда они считают, что он выпадет само собой. Еще там посоветовали есть твердую пищу. Вот мы сейчас уже жуем, грызем морковку. То есть это может быть одна из причин, почему так вообще произошло. Вот, друзья, ну все, уже, слава богу, выпал сам. Да. Я его, конечно, немножечко дергала, но теперь Артур рассказывает. Вчера. Смотри, да. На кухне был, с мамой помогал. И решила я присосать свой зуб. Я думала, это хорошее развлечение это будет для меня. А оказалось, что нет. И он, как бы вам объяснить, выпал. Да, представьте себе. Мама вытащила его, потому что я боялся, что будет больно. Ну, и теперь самое интересное расскажи. Да. Я положил под подушку, думал, что фея придет. Утром, когда я проснулся, я думал, что ничего не получится, потому что я открыл подушку, но зуба не было. Но и подарка тоже не было. И потом, я спросил маму, может, надо под одеялом искать? Или под другой подушкой, или под стенкой. Но я поискал под одеялом, не получилось. Под другой подушкой нет. За стенкой была подарок, знаете что? Вы не поверите, но Kinder Joy. Kinder Joy. Но она, видимо, не под подушку, потому что ты мог бы раздавить. Она знает, что ты постоянно крутишься в кровати. И положила, видимо, так, чтобы ты уже точно не раздавил. А зуб забрала, видишь? Ну да. О, друзья, ну ладно, перейдем теперь к другим новостям. Что касается других новостей, как видите, погодка у нас шепчет. И так уже примерно 5 дней дождь льет просто без остановки. Да, кстати, многие из вас спрашивают, сезон дождей, вот такая вот пасмурная, дождливая погода в нашем регионе будет продолжаться примерно до начала октября. Ну, я очень надеюсь, что со временем уже к сентябрю будет значительно меньше осадков и будут какие-то перерывы. Так, а сейчас я хочу вам рассказать шокирующую историю про собаку, про местную бродячую собаку, голова которой застряла в 5-литровой пластиковой баклажке. Это произошло примерно неделю назад. Мы были здесь вдвоем с Артуром, играли, тогда дождя не было, и вдруг я увидела, как Артур остолбенел. Он реально не понял, что он увидел. Расскажи, Артур. Он мне говорит: мама, что это? Просто в какой-то ступор впал, увидел на рельсах у собаки вместо головы баклажка, да, Артур? Поэтому ты был, как говорится, в шоке. Я просто тогда вообще в шоке был. Эта картинка в моей голове просто не складывалась. В общем, друзья, мне тогда удалось снять немножечко на телефон, немножечко видео. Вот сейчас, пожалуйста, посмотрите, и потом я вам расскажу продолжение этой истории. Собака застряла. Иди сюда, гоняется по всему. Она в шоке, наверное. О, не получилось. Там еще один мужчина тоже пытается.
куда-то убежала. Сейчас мы пытаемся ее найти. Представьте себе, все в курсе. Вот так вот идешь, спрашиваешь, и все, да, вон туда побежала, вон туда побежала. Вызвались на помощь только парам, и он еще мужчина. Операция по поимке собаки продолжается. Слушайте, она какая-то странная, честно говоря, эта собака. Обычно в таком случае животные, наоборот, бегут к людям и спрашивают у них помощи. А это убегает постоянно. Смотрите, какая уже толпа собралась мужчин. Ну и мы с Артуром. Я предложила, вот, по дороге просто нашли какие-то мешки. Думаю, поможет, потому что она может же быть и агрессивной. А так мешком, может, проще будет ее, хотя бы как-то задержать. И вот этот вот мужчина, если что-то происходит, как rescue team, как на русском, господи, какие-то происшествия, если случаются, то вызывают его. Например, недавно он поймал змею в отеле. Вич-отель с Snake. Тут поблизости в отеле. И он легко это сделал, то есть он знает, как обращаться с этими змеями. Мы надеемся, что с собакой тоже он поможет. Но собаку эту надо для начала поймать. This dog very fast, да? Not possible. 2 days this not eat yesterday. Это this yesterday happened. Говорят, что вчера кто-то видел уже эту собаку. То есть представьте себе, воздух поступает через эту банку, но, естественно, ни пить, ни есть собака не может. И уже в течение 2 дней вот так вот без еды, без воды. Было бы даже хорошо, чтобы она где-то прилегла, мы бы сняли бы и потом, естественно, бы накормили бы, привели ее в чувство. Но она не дается. Это был такой сумасшедший день, друзья. Пришлось так сильно понервничать, пришлось побегать по всему Матарану. Эта собака постоянно убегала, мы бежали за ней. Да, еще надо сказать, что вот благодаря вот такой вот нашей активности люди в Матаране тоже поняли, что нужно спасать эту собаку. Артур, как потом выяснилось, был не первый, кто увидел, что собака застряла в баклажке. Параму звонили жители поселка, говорили, где находится собака. Парам брал там каких-то своих знакомых товарищей, они бежали на это место, но собаки уже там не было. В общем, это был какой-то неуловимый пес. Но, друзья, все-таки закончилось все, закончилось хэппи-эндом. Слава Богу. Вот, мои дорогие зрители, рада вас познакомить с Джаварбаем. Этот мужчина спас собаку. Видимо, когда пес уже выдохся, уже не хватило сил, он прилег как раз возле дома, на крыльце, можно сказать, у Джаварбая. В общем, Джаварбай подошел и дернул именно за баклажку. Со всей силой дернул, и собака как бы вытащила голову оттуда. Потом еще Джаварбай накормил эту собаку, и, слава богу, сейчас она жива-здорова. Правда, у нее на шее остался шрам, но лучше жить со шрамом, чем вообще не жить. Very good job, my friend. तो और क्या बोलते काम किधर जा क्यों ऐसा आज बच्चे को लेके आया फिर उधर बेटा था उसको निकाल दिया एक ही झटके से निकल हाँ पकड़ के Я прям как Шерлок Холмс, я поняла, как это все произошло, как это было. Я заметила, что возле практически каждого дома здесь в Матаране стоят какие-то емкости для того, чтобы собирать дождевую воду. То есть люди сейчас таким образом, можно сказать, немножечко экономят. И вон там стоят, вы видите, тазики, большие какие-то бочки стоят. И в том числе стоят вот такие вот как раз пластиковые баклажки. И собака, вероятнее всего, засунула туда голову, наклонилась, чтобы попить этой водички. Но достать не смогла. Но, кстати, собаку, можно сказать, это и спасло, что перед тем, как застрять, она хорошенько напилась воды. И... Двигаемся, начинаем разгоняться. Добавляем дыхание и не торопимся. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох.
Дорогие зрители, вы меня в комментариях периодически спрашиваете по поводу нашей йога-группы. Пишите: ой, как жаль, что распалась такая замечательная группа. Так вот, она не распалась, точнее, только частично. Ниха продолжает ко мне ходить примерно раза 3 или даже 4 в неделю. Мы с ней занимаемся вдвоем на платформе FitStar, кстати. Вот. Ну и без нее я тоже занимаюсь. Конечно же, я хочу хорошо выглядеть, быть в отличной форме, подтянутой. Но и есть еще одна проблема. Если я не занимаюсь буквально 2-3 дня, у меня очень сильно начинает болеть спина. Мой сколиоз второй степени напоминает о себе. Но мы не будем заострять внимание на моих болячках. Лучше более подробно расскажу вам про платформу FitStar. Так вот, друзья, там все очень-очень удобно. Вам всего лишь нужно от 7 до 30 минут свободного времени в день. Никакого дополнительного оборудования. На FitStar, друзья, вы найдете более 1300 разнообразных тренировок по 85 программам. Похудение, зарядки, йога, растяжки, пилатес, зумба. И не нужно никакой подготовки. Эти все программы подходят для новичков. И самое главное, результат вы увидите уже через 2 недели. Также, друзья, на платформе есть раздел питания с рецептами, с подсчетом калорий и с целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, правильное питание имеет не менее важное значение, чем тренировки. Для себя я оформила безлимитную подписку, что и вам советую, это очень выгодно. Сейчас я занимаюсь по программам для похудения, периодически занимаюсь пилатес, кстати, это очень полезно как раз вот для спины, у кого сколиоз, асимметрия. Пилатес как раз подходит для вас. И периодически я занимаюсь еще зарядками с танцами. Это тоже классно, особенно когда ужасное настроение, когда ничего не хочется в этой жизни. Включаю танцевальную зарядку, и уже через 5 минут на лице появляется улыбка и, как говорится, готова свернуть горы. Еще на платформе есть тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Я вам уже говорила, Артур просто обожает принцессу Витаминку. Бежим, бежим. Надо быть очень внимательными, очень внимательно слушать. И нельзя двигаться вообще, когда музыка закончится. Хорошо. По хлопку будем бегать в другую сторону. И... Друзья, только неделю по промокоду «Замуж в Индию» 70% на все тарифы. Безлимит всего 4950. Это выгоднее даже, чем абонемент в спортзал. Давайте, друзья, оформляйтесь. Я себе оформила безлимит и вам советую. Давайте будем заниматься спортом вместе. Ну, что я хочу сказать. Дай бог здоровья нашему Джаварбаю. Кстати, что хотела по поводу него сказать. Этот человек известен на весь наш поселок как мужчина с золотыми руками. Он умеет все. То есть он и строитель, и сварщик, и водопроводчик. И, ну, в общем, любые проблемы он решает, его вызывают, и он все это умеет делать. И научился всему абсолютно сам. Да, и еще он очень отважный мужчина. Однажды про Джаварбая, Артур спрашивает, рассказываю. Однажды у нас случилась такая неприятность. В общем, с дерева упала на 2-й этаж змея зеленая, ядовитая. И дверца была приоткрыта в один из номеров. И змея заползла туда и заползла на занавеску. Хорошо, что люди заметили, прежде чем эта змея успела кого-то укусить. Ну, заметили, но никто не решался из наших ее поймать. Страшно всем. Позвали Джаварбая, и он с ловкостью, с легкостью поймал эту змею. Вот такой вот наш житель Матерана. А у нас продолжается месяц Шраван. Все индуисты держат пост. И вообще в этом месяце очень много различных религиозных праздников. Вот, например, Парам каждый божий понедельник ходит в храм молиться, совершает определенную специальную пуджу. Это религиозный обряд. Ну и мы тоже с Артуром часто ходим вместе с ним за компанию. Все лучше, чем сидеть дома. Потому что, честно говоря,
Очень давит эта погода. Хочется какого-то разнообразия, хочется путешествовать, хочется где-то бывать, но из-за погоды не всегда получается. А буквально сегодня, вот смотрите, женщина тоже хочет показаться вам, друзья. Буквально сегодня мой самый любимый индуистский праздник – Ракша-Бандхан. Сейчас я вам расскажу про этот праздник, и вы поймете, почему я так люблю его. Мы пришли на рынок, чтобы купить символ этого праздника – священный шнурок Ракхи. Шнурок, который надевает сестра своему брату на запястье, проявляя тем самым свою заботу, любовь. Ну и повязка служит как амулет, защищает от всякой нечисти. Choice, your choice, which one? Как вы поняли, сегодня праздник братьев и сестер. Естественно, в первую очередь родных и двоюродных, но даже не беда, если таких не имеется, можно завести себе названных. Вот Арчита пару лет назад как стала названной сестричкой у Артура. И вы видите, что она пришла с браслетами, предоставила ему выбор. Как потом выяснилось, у нее всего вместе с родным 7 братьев. How many brothers do you have? А? 7. Ого! One Aryan, Ага. 2 Arthur, and this. Мне этот праздник, этот индийский религиозный обряд нравится больше всего. Это как бы в защиту индийских женщин. Они здесь настолько уязвимые. Представьте себе, молодая девочка после замужества уходит навсегда из своей семьи, уходит к мужу и к его родителям. И вот эта вот нить как бы связывает ее со своими родными, со своими братьями. И вы, я думаю, поняли, что кроме того, что сестра надевает эту ниточку на брата, брат обязан после этого вспоминать о своей сестре. Естественно, это как напоминание о том, что он обязан заботиться о ней, проявлять свою любовь и давать ей защиту. Вот, и как видите, у меня тоже появился защитник здесь в Индии, но у меня есть родной брат, любимый, который сейчас в Украине, к сожалению, далеко. Олег, я сейчас могу тебе передать только большой привет, поцелуй, теплые объятия. Ты знаешь, что я тебя люблю и верю в то, что мы с тобой скоро обязательно увидимся. About my teeth. Huh? Huh? What today? Fairy coming for me. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.